Раньше ты этого не замечал. Раньше все казалось проще, раньше друзей было больше, раньше ты чаще улыбался. Раньше. Если тебе 20-25 лет, то, скорее всего, ты переживаешь кризис четверти жизни. Он характеризуется сменой привычной обстановки, поиск новых смыслов и ценностей, тревоги о будущем, чувство безысходности и разочарования в своих ожиданиях. Кто-то успел разочароваться в своих отношениях, кто-то вообще не представляет, как стать финансово независимым, а кто-то вообще не знает, что ему делать и зачем. Если ты нашел себя в моих словах, устраивайся поудобнее. Сейчас я расскажу тебе, что нужно делать, чтобы стать счастливым и успешным. Такого видео не существует. Огромное количество новых блогеров, рилсмейкеров и тиктокеров стреляют своими гигачатными видосами про то, как правильно жить, как заработать прямо сейчас, как правильно есть, как правильно спать, как правильно потреблять их контент, питать свою дофаминовую систему и уже с фиктивным чувством мотивации дальше ничего не делать. Как я уже говорил в своем видео про образование, которое вам обязательно нужно посмотреть, если вы так и не поняли, нужно вам высшее образование или нет, мы живем в удивительное время, в которое происходит бесчисленное количество немыслимых для людей прошлого событий и изменений. Начиная с интернета и смартфона, что полностью изменило индустрию существования людей, заканчивая нейросетями, которые уже сейчас с небывалыми скоростями впитываются во все сферы нашей жизни. Я вангую, уже через пару лет мы будем генерить себе фильмы со своими сюжетными персонажами, слушать альбомы умерших артистов и смотреть со своими бывшими одноклассницами. Хотя большая часть из этого уже доступна. Весь этот невероятный скачок прогресса дал обществу совершенно новый, другой образ жизни. Мы за пару десятков лет достигли того, о чем даже не мечтали. Но за всем этим кроется совершенно новая реальность, новая действительность, новое восприятие. Твои родители не поймут, почему тебе плохо и ты ничего не хочешь делать. Ведь уже в твоем возрасте они родили 6 детей, построили 5 крупных бизнесов, закончили все университеты страны, отсидели, пришли с армии, купили дом, квартиру, машину и что-то нихуя не скучно было. Не сидели и не ныли, а делали. Почему ты так не можешь? Да потому что никто не может как кто-то. Начиная с того, что мы все разные люди, у нас разный путь, и сравнивать себя с кем-то совершенно бессмысленно, заканчивая временем, в котором ты живешь. Ты скажешь: а о чем ты, Владос? Сейчас все становятся успешными, а я нет. Так в этом и твоя главная ошибка, которую тебе подарил интернет, ютубчик и соцсети. Не все становятся успешными. Если говорить о деньгах, то людей, разбогатевших в твоем возрасте или младше, невероятно мало. Ты сам себя уверил в том, что это действительность. Успех людей из интернета — это почти всегда ошибка выжившего. Мы заходим в интернет и видим зачастую бесталантных, отвратительных и лицемерных людей, у которых есть все, и мы такие: ну вот он же тупее, он же вот смотри, как тупо шутит, я бы тоже так смог, и вот так бы я смог, и так бы я смог. Весь прикол в том, что остальные 98% людей, которым не повезло внезапно стать успешными, которые пашут на работе и у них ничего не получается, не снимают видео. Кроме меня, блядь. Твой мозг очень легко составляет картинку мира из того, что увидел, а увидел он не объективно маленькое количество, которое вообще не показывает то, как все обстоит на самом деле. Кстати, дисклеймер, не хочу сказать, что все успешные и популярные люди — это бесталантные лицемерные сволочи. Это, конечно же, не так. Есть еще более маленькая каста людей, которая всего достигла своим трудом и не сдавалась, несмотря на бесконечные палки в колеса. А вот как мне стать таким? Так, ну давай вернемся к нашей теме. Ты думаешь, просто так люди тех лет плюются от слов про психологов и психотерапевтов? Думаешь, просто так зачастую родители тебя вообще не понимают? Это уже бесконечная проблема отцов и детей, так что давай вернемся к самой сути нынешней проблемы нас, зумерочков. Да, мы любим общаться, но в основном это происходит онлайн. Разве можно назвать переписку полноценным общением, полноценной эмоциональной связью? Из-за простоты этой коммуникации мы убрали из своей жизни надобность близко знакомиться с соседями, коллегами по работе и вообще со всеми людьми, встречающимися на нашем пути. Мы чаще залипаем в свой телефончик вместо того, чтобы получить новые эмоции от настоящих человеков, которые бродят вокруг нас, также уткнувшись в телефоны. Вообще, если очень упростить, мне кажется, раньше человек мог трудиться, коммуницировать, кушать и спать. Сейчас же предложений, как провести свое время, просто бесконечное количество.
Бесконечные видео на ютубе, бесконечные игры, фильмы, музыку во всех возможных жанрах, порно, стримы, телеграм-каналы, и все это льется нам в ушки, как будто совсем не мешает нам жить, а иногда и наоборот, как будто единственное, что радует. Обманчивые парадоксы, ребята, это все микрозависимости, которые стимулируют нашу дофаминовую систему быстрым, дешевым дофамином. Этого не может быть. Просто не может быть. Да, об этом не всирал, наверное, только самый ленивый, и на самом деле, как полностью убрать этот мусор из своей жизни, я не знаю, но сокращать его очень важно, ведь та наша часть мозга, которая является чем-то неосознанным, просто переполнена бессмысленной информацией, которая никак не помогает нам в нашем пути. По типу строчек тысячи песен, имя и биография людей из интернета, звуки из ТикТока, которые вообще забиваются в голову гвоздями, тысячи мемов, тысячи комментариев, тысячи видосов. Да, что-то из этого нам эмоционально ценной и важно, и отключиться от интернета и развлечений может было бы и полезно, так называемый дофаминовый детокс, но я уверен, что никто из тех людей, кто говорит об этом, не смог полностью убрать это из своей жизни. Ведь даже обои на твоем телефоне можно посчитать таковым. В общем и целом, тут все очень просто. Хочешь получать больше удовольствия от жизни, получай меньше удовольствия от интернета. Ну и самая главная проблема, по моему мнению, это ожидание быстрых результатов. Особенно с недавним приходом короткого контента нас это просто поглотило. Мы все куда-то торопимся, мы все бросаем, если у нас не получилось идеально с первого раза. Мы все начинали заниматься спортом или питанием и бросали, потому что у нас не получилось похудеть за 3 дня на 20 килограмм. Короче, нам всем кажется, что мы в фильме, и мы сейчас там просто посмотрим нарезочку, как мы стараемся, и сразу нахуй разъебем индустрию. Вот начал я бегать, мне не нравится, я устаю, мне лень одеваться, мне не нравится долго бегать, мне не нравится, что сбивается дыхалка. И вот я заставил себя побегать пару раз, и все. Результатов нет, процесс мне не нравится, и я забросил, и пока. Как исправить ситуацию? Не изображайте себя ванпанчмена и не насиловать ради результатов, которых не будет через день. Потому что мотивация пропадет сразу, когда станет трудно, и это нормально. Построй весь процесс нового занятия так, чтобы тебе нравилось. Допустим, ты скажешь: если я буду бегать по часу каждый раз, то я быстро сброшу вес и вообще стану супер бегуном. Но на деле ты побегаешь так раз-два и выкинешь беговые кроссовки на. А вот если ты купишь удобную форму и будешь бегать в медленном, удобном для тебя темпе, не сбивая дыхалку хотя бы по те же 5-10 минут, будешь любоваться улицей, наслаждаться свежим воздухом и не заставлять себя делать того, что ты не привык, поверь, в один момент тебе самому захочется пробежать подольше, выйти на тренировку, чтобы развеяться или вообще поучаствовать в каком-нибудь марафоне. Научись по-настоящему получать удовольствие от процесса, а не делать что-то, представляя, каким мастером в этом деле ты станешь. Эти ложные представления и цель сбросить тебя с рельсов сразу, как в твой мозг найдет малейшее доказательство того, что ты в этом профан, а ты не можешь таковым не являться, ведь ты никогда этим не занимался. И опять же все очень просто. Хочешь результатов, перехоти и хоти процессов. Научись наслаждаться тем, чем ты занимаешься, перестрой, упрости все так, чтобы тебе нравилось. И вообще, забудь о достижении цели и о том, каким крутым ты станешь в конце пути. Конца пути нет. Нет совершенства, и твоей цели тоже нет. Это образ мышления, который тебе навязали. Просто кайфуй от того, что ты делаешь. Поэтому мы так легко зависаем в том же ТикТоке. Там нет цели, только бесконечный, отобранный специально для тебя нейросетями дофамин. Все это новый, самый незримый наркотик, который, как и другие, забирает нашу радость от жизни и создает образ того, что это самое приятное времяпрепровождение. Но я тебя уверяю, нет ничего приятнее, чем жить свою жизнь, такую уникальную, со своими плюсами и минусами. Помимо того, что новое время дало нам много новых преград и проблем, у людей появились и новые инструменты. 40 лет назад я бы не смог сесть в своей комнате и записать свои мысли на камеру на весь мир. А сейчас я могу и делаю. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает в связи с замедлением Ютуба и достаточно веселого лета. Заводит подружек китайских. Олег гонит.
Иду по реке. Я немножко забросил свой канал, но сейчас я думаю, что смогу продолжить. Если я или мои мысли тебе правда симпатизируют, буду рад тебя видеть в моем телеграм-канале, там я появляюсь намного чаще. А здесь финал. Я ухожу из кадра, плавное затемнение и мотивационные слова под ambient. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?